Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о Северной Корее, точнее о ее флоте. Как известно, Северная Корея – это одна из самых закрытых стран в мире. Учитывая географическое положение Северной Кореи, которая с востока омывается Японским морем, а с запада омывается Желтым морем, в Северной Корее существует два флота. Это флот западный и флот, соответственно, восточный. Основной противник Северной Кореи – это, конечно, Южная Корея в первую очередь, ну и Япония и США. Приблизительная численность подразделений ВМФ КНДР порядка 80 тысяч человек. В стране действует обязательный военный призыв для всех полов. Срок службы составляет от 5 для женщин и до 10 лет для мужчин. Управление флотом находится в городе Пхеньян, это столица Северной Кореи. Флот Северной Кореи базируется в основном в базах близ демилитаризованной зоны, близ границы с Южной Кореей. А основная задача флота – это непосредственная поддержка войск в случае атаки на южного его соседа, ну или, соответственно, защита своей территории, если южный сосед нападет на север. Также в задачу флота входит высадка десанта на укрепленное врагом побережье, а также действия в акваториях Японского и Желтого морей против коммуникаций противника. Корабли флота представлены в основном китайскими или советскими бывшими боевыми единицами. Также на вооружении Северной Кореи есть дизельные подводные лодки. Западный флот Северной Кореи состоит примерно из 300 кораблей. Восточный флот получил примерно 500 кораблей. Ну а теперь давайте рассмотрим подробнее то, на чем пойдут в бой моряки Чучхе. В составе флотов есть 5 кораблей типа Нанджин и Сахо. Это самые крупные надводные корабли корейского флота. Кстати, они были построены уже силами самих корейцев. Корейский флот обладает 18 малыми противолодочными кораблями. На вооружении флота состоят 4 бывших советских подводных лодки проекта 613. Последняя лодка этой серии была построена в 1957 году. Также в состав флота входят 23 китайских и советских подводных лодки проекта 633. Последняя лодка этой серии была спущена на воду в 1961 году. 29 малых подводных лодок проекта Санг-О и более 20 сверхмалых подводных лодок. Лодки Санг-О – это собственная разработка Северной Кореи. Они активно используются для ведения разведки в водах Южной Кореи. В 1996 году одна из лодок села на мель и была захвачена. Также в распоряжении моряков Чучхе имеется 34 ракетных катера проекта 205 ОСА, 4 класса Хуафэн, 10 классов Саджу и 12 проекта Камар. На вооружении этих катеров стоят противокорабельные ракеты П-15 «Термит» или китайские ЦСС Н-1 «Скорпраш». Также имеется 150 торпедных катеров разных классов, половина из которых это катера собственной постройки. Катера огневой поддержки – это 62 класса Чачо, 56 больших, 6 типа Хайнань, 12 типа Тэджон, 13 типа Шанхай-2, 6 типа Чэнду, 19 типа Со-1 и более 100 малых патрульных катеров. 10 малых десантных кораблей типа Ханте. Эти корабли способны перевозить от 3 до 4 танков. 120 десантных катеров типа Нампо. Они созданы на базе советских торпедных катеров П-6, имеющих скорость до 40 узлов и дальность до 300 км. Они могут перевозить 30 полноценно экипированных солдат. В составе двух флотов имеется 130 катеров на воздушной подушке, 24 тральщика типа Юкто, 8 плавучих баз сверхмалых подводных лодок, одно спасательное судно подводных лодок, 4 гидрографических судна и также минные заградители. Любопытно, что в составе флота ВМФ имеются 2 снайперские бригады на кораблях-амфибиях. Солдаты этих бригад – женщины. На вооружении береговых батарей находятся ракеты класса Земля-море С-2 «Сопка» или ЦСС СС-2 «Шелковый червь» – это китайская копия советской П-15. Береговая артиллерия представлена установками калибра 122, 130 и 152 мм. В военно-морском флоте используются полупогружные катера, используемые 137-й эскадрой ВМФ для высадки солдат сил специального назначения с моря. Скорость такого катера в надводном положении составляет 83 км в час, это примерно 45 узлов, а в полупогружном состоянии 4 узла, это примерно 7 км в час. Помимо боевых кораблей под управлением Министерства народных вооруженных сил находится еще и 10 грузовых судов. Также на флоте КНДР числится один авианосец, но это не действующий корабль, а корабль-мишень. Помимо участия в Корейской войне, корейский флот за небольшой период своего существования осуществил несколько удачных боевых операций. Самая известная из которых – это захват американского разведывательного судна «Пуэбло». Сейчас корабль используется как музей, и при покупке экскурсии в Северную Корею на него обязательно водят туристов. 29 июня 2002 года несколько южнокорейских кораблей вторглись в территориальные воды КНДР около острова Йонпхидо, где произошел огневой контакт. В результате боя был потоплен катер Южной Кореи и повреждены 2 катера КНДР.
27 марта 2010 года в Желтом море у острова Пенниндо был торпедирован и потоплен корвет Чхонан ВМС в Южной Корее. Согласно некоторым источникам, корвет, возможно, стал жертвой атаки подводной лодки КНДР. В результате инцидента погибли или пропали без вести 46 из 104 человек команды. На счету ВМФ КНДР есть и трагедии. В феврале 1985 года подводная лодка проекта 633, построенная в КНДР, затонула в Желтом море. 18 сентября 1996 года близ города Каннын на побережье Японского моря была обнаружена застрявшая на мели подводная лодка КНДР. На лодке находилось 26 членов экипажа и бойцов спецназа КНДР. Военнослужащие КНДР оставили лодку и попытались пешком уйти от южнокорейских войск. Большая часть из них погибла. Один был взят в плен и еще один смог уйти в КНДР. 18 июня 1998 года подводная лодка ВМФ КНДР запуталась в рыболовных сетях вблизи южнокорейского города Сокчо. Экипаж совершил самоубийство. Друзья, на этом данный ролик заканчивается. Хотелось бы поблагодарить вас за просмотр, а также попросить оставить лайк или поставить дизлайк этому видео. Но напишите, пожалуйста, тогда, что понравилось, либо не понравилось. И также следует ли продолжать работать над роликами данной тематики про ВМФ разных стран мира. Спасибо, друзья. Еще увидимся. До новых встреч.